Почему мы с тобой расстались? Ну, это было дискомфортно. Ну, конечно, ты с бывшим общалась. Лёша, 20 лет. Даша, мне тоже 20. Встречались 2 года, разошлись, получается, почти 3 месяца назад. Окей, какие у вас ожидания? Ну, услышать что-то новое. Послушать, что каждый из нас думал или думает друг о друге. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы нас забыть, и что ты делал, чтобы это пережить? Не задумывался об этом, пытался, скажем так, не заваливаться в это. Не забыл. Ну, я, наверное, больше как-то стала семье уделять внимание, своему малому, и вообще как-то старалась работу искать, чтобы как-то занять себя, чтобы вот не думать о тебе. Получилось? Ну, так, я в процессе. Давай оценим наш секс от 1 до 10 на счет 3. 2, 3. 10. 8. Надо было Почему говорить 10? 8 из 8. Чего не хватает 10? Ну, я не могу так ответить, это личное. Окей. Лови. Наливай. Стой! Рестарт. Что во мне тебя бесило больше всего? Когда мы ругались, то, как ты обижалась долго. Ну, в целом, то, что вот в некоторые моменты ты вот серьезно закрыта. Хотелось бы, чтобы ты более открытая была в отношениях. Прям чего-то очень плохого в тебя нет. Ты хороший человечек. И ничего такого плохого в тебе не вижу, поэтому, если не считать твою работу, конечно. Что больше всего нравилось во мне? Такой легкости ни с кем не было в общении и в отношениях. Мне было максимально комфортно. Мне все нравилось. Твои сырники. Это было великолепно. Наруто смотреть по вечерам. Вкусно кушать, ну и секс, само собой. Мне, наверное, больше всего нравилось, во-первых, твое чувство юмора. Это великолепно Я просто. что-то дебил, я знаю. Я еще не встречала человека, с которым мне было бы так смешно, как с тобой. Это прям вообще С кем ты начала встречаться после того, как мы расстались? ни с кем. Интрижки? Не, я не любитель такого. Если уже встречаться, то нормально. Никаких интрижек не было, и мне никто не нравился после тебя. В целом, ну, та же ситуация, без интереса кому-либо. У тебя когда-нибудь были секреты от меня? Если да, то какие? Возможно, какие-то мелкие были, они были не особо критичны, не особо влияли на наши отношения. Какие-то мои небольшие проблемы. Не хотел тебе говорить, возможно, чтобы ты не волновалась. Ну, у меня тоже, у тебя не было никогда секретов. Ну, там личные я тоже не считаю, там всякие, там, возможно, семейные, которые там родителей касаются или что-то такого. Это же, а так, никаких секретов. Я чиста перед тобой. Кто сильнее любил? В начале, когда мы только начинали встречаться, я думаю, что ты, а потом, спустя какое-то время, наверное, одинаково. Не знаю, как по мне, типа, то одинаково любили друг друга. Каким был худший день отношений? Когда я после работы пришел, уставший, прям максимально. Прихожу и понеслась, блядь. Где ты был, почему ты не отвечал, почему так долго, я переживала. Я просто развернулся, ушел. Мне надоело выслушивать. Конечно, я вернулся через полчаса. Я же говорю, я долго дуться не умею. С одной стороны, это был лучший день, с другой стороны, худший — это когда мы расстались. Потому что, ну, худший, потому что мы расстались, а лучший, потому что я почувствовала какое-то облегчение, что все, эти отношения закончились, потому что я очень устала за 2 года. У меня были смешанные чувства в этот момент. Опиши самую сильную нашу ссору и кто в ней был виноват. Ты мне рассказывал, что на студии там этого чувак передознулся, и его забрала скорая, и типа, что ты там работаешь, и вот там такие торчи с тобой работают, и меня просто бомбануло, и я поняла, что скандал неизбежен. Ну блин, ну ты, Поэтому- ты же понимаешь, что я типа ничего не употребляю, типа да, я могу выпить. Ну, я это понимаю, меня но далеко я касается. не хочу, чтобы, точнее, не хотела, чтобы ты водился с такими людьми, потому что это мне максимально противно. Да, я была зачинщиком ссоры, потому что вот мне это не нравится. Ни работа, ни люди, которые там. Вот так. А что за Жаль. Ну, занимаюсь музыкой, продажа, тексты, биты, сведения. Ну, то есть полный готовый трек полностью. А Даша, почему тебе не нравится это? Сама профессия нормальная, но мне не нравится, кто там с ним работает. Рэперы, которые, употребляют, мне это Ну не да, нравится. типа наркотики, шлюхи и Да. пробитый чердак. Ты хотел бы за что-нибудь извиниться?
Вот так. Я бы с радостью выпил. Компанию не составишь? Давай. Если что-то я там такое делала, я извинялась сразу. Я не вижу смысла оттянуть. Мне не за что просто извиняться. Пора сделать небольшую паузу. Тут могла быть ваша реклама. Ты согласна или не за что? Ну, Она сказала, я лапочка. да. Я сразу за все извинялся. Нашкодил, пришел. Ну да. Ну, короче, мы сразу решали этот вопрос. Ты когда-нибудь изменяла мне? Если да, то почему? Нет, конечно. Нет. Это такая тема. Я, конечно, верю. Нет, это такая тема, что вообще, я считаю, если ты хочешь изменить, то типа, блин, расставайся, тогда делай, что хочешь. Да и вообще, я бы, наверное, не смогла дальше встречаться даже. А ты? Я? Конечно, нет. У меня, к сожалению, был неплохой, ой, точнее, плохой, очень плохой, ужасный, Неплохой. шайзе, ужасный опыт бывших отношений, к сожалению, с изменой. Ты предаешь сам же свой выбор осознанно. Я не знаю, это надо быть таким шлепанцем, чтобы изменить. Что ты хотел попробовать со мной и не попробовал? В сексе или в планах на жизнь? В сексе не знаю, вроде почти все пробовали. Ну да, ты 10 поставил, типа. Ну да, сука, 8. Ну, мы так и не переехали именно так, чтобы мы вдвоем жили. Да, я только хотела сказать об этом. Да, ну, в целом мы частично жили вместе. Ну да, наверное, то, что мы не съехались, и так мы с тобой отдыхать и не съездили. Всякие украинские курорты я не считаю. Настанет день. Ну, может быть. Какой из моих романтических поступков тебе больше всего запомнился? Почему? Это так было давно. Почему? Блин, они были в начале только отношений. В основном. Ну, я всегда пытался в отношения романтику какую-то вносить. Там пойти винишко, подарочек тебе какой-то, сюрпризик вечером Да. сделать. Прийти раньше, свечечки Да. зажечь. Я помню только, как ты мне делал стрижку-вспышку, и массажером Минисо меня бил. Но если это романтические моменты, то да. Ну, ты сравнила баловство и романтику. Что-то такого особенно не припоминаю. Ты пьешь тогда. Да, давай. Дабы утром голова не болела. Опиши самую запоминающуюся совместную поездку или момент. В Карпаты мы когда ездили. В целом там вся поездка была шикарна. Я вообще не хотела туда ехать, я на море хотела. Тебя все не выстраивает постоянно. Так, отвечай на вопрос. Там все было шикарно. Начиная с самого утра до вечера. Я соглашусь с тобой насчет Карпат, потому что мы не очень много куда ездили на самом деле за период У тебя нашей память жизни. херовая просто. Я соглашусь с тобой и все. За любовь. Почему ты скучаешь больше всего? Ну, во-первых, когда мы спали вместе, это круто, не знаю, в плане там просыпаться с тобой, потом еще 20 минут валяться, это шикарно. Суши в 4 утра под Наруто, это вообще шикарно было. Какие-то такие моменты нежности, что ли. Ну, блин, всей этой заботы, любви, естественно, не хватает. Без этого, конечно, тяжело. Не можешь найти себе места, чувствуешь себя никому не нужным. Все было на самом деле почти хорошо. Почти. Увы, Я была бы хорошей женой. великолепный. Ну, во-первых, типа я видел то, как ты проводишь время с братом. Он младший. Когда он рос, она максимально им занималась. Поэтому, я думаю, она была шикарной женой. Единственное, что с готовкой беда. Ну, для этого был ты, я как раз хотела это сказать. Но женой ты была изумительная. Про тебя могу то же самое сказать. Ты Я был бы хороший- шикарной женой. хорошим мужем, потому что ты очень заботливый, вкусно готовишь, да, шикарно. И с моим малым ты шикарно ладишь, он тебя очень любит. Думаю, и отцом, и мужем ты был бы отличным. Почему мы с тобой расстались? Из-за твоей работы и из-за того, что мне не хватало внимания. Вот это моя причина. Правило номер 3. Не работайте, будьте бомжами, блядь, уделяйте все свое Ну, свободное время блин, я, с девушкам. одной стороны, понимаю, что, как бы, понятно, без работы ты бы меня никуда не водил, ничего не дарил, но, с другой стороны, мне, типа, лично тебя не хватало, не твоих денег, я а ж тебя, пытался. понимаешь? Ну, это сложно, на самом деле, потому что, и, как бы, плохо, когда, парень не работает, это ужасно. А с другой стороны, ты слишком посвящаешься в работу. Я понимаю, что ты хочешь улучшить свое это финансовое... вложение в нас же было, фактически. Да, но мне не хватало тебя, а не твоих денег. Что я должна поменять в себе для последующих отношений? Потому что ты слегка закрыта в себе.
когда тебя что-то гложет изнутри, я это прекрасно вижу, но ты молчишь и не подаешь виду, что что-то произошло. Конечно, потом со временем ты мне все это рассказываешь, конечно, но я вижу в тот именно эмоциональный пик, не вываливаешь на меня это все, хотя я всегда готов тебя выслушать, поддержать был. Ну, я скажу в свою защиту, что ты должен поменьше ревновать, потому что, Аналогично. ну да, есть такое. Я думаю, все парни ревнивые, да и девушки тоже, но ты очень. Особенно в начале, я помню. Ну, это было дискомфортно. Ну, конечно, ты с бывшим общалась. Ну, извините, так получилось, мы как бы танцевали вместе, поэтому. Потому что если у тебя начнутся следующие отношения, ты тоже будешь сильно ревновать в начале. Ну, Начнутся они через пару просто, столетий. Ну, если девочка хорошая, ты как бы доверься ей. Вспомни нашу первую встречу, какое было твое первое впечатление обо мне. Когда мы поступили на первый курс с тобой, и я как бы тебя заочно знала, то ты мне показался очень ЧСВшным таким, потому что... Кстати, аналогично. Ну, я тебе это уже давно говорил. Просто ты общался с теми, с кем ты был знаком, и не обращал на других внимания, типа, и такой весь как папочка ходил. Я думаю, типа, это вполне нормально, то, что Ну ты вот, и общаешься первое с теми, кого ты впечатление, знаешь. это да, то, что ты какой-то высокомерный. Тогда мы с тобой нормально поговорили, и я поменяла свое мнение. Ну, у меня, в принципе, та же позиция. Вообще у нас в этом плане, на самом деле, просто копия, резервная. Со временем, на самом деле, типа, я максимальный добряк, то есть Да. легкий в общении. Ну, то же самое и с тобой. Обними меня и смотри в глаза, не отрывая взгляда 30 секунд. Ну, давай мы с тобой обнимем. 30 секунд. Все, я засуну. Бровь не сотри мне. Как обычно. Мы смогли бы когда-нибудь снова стать парой. Я думаю, да. Во-первых, не очень много времени прошло с нашего расставания. Ведь немало времени прошло. Мы должны оба как бы немножко поменяться. Я согласна, что во мне тоже я не идеальная. Мы должны, в общем, поработать над собой, и я думаю, что мы вполне могли бы быть вместе. Я хотел это услышать на самом деле. В принципе, у меня та же позиция. Я был бы только за. Ну, надо, само собой, поговорить и обсудить все. Ты бы мог поцеловать меня в губы? Да. Нет, наливай, я не буду. У меня сегодня губы накрашены. Это разве проблема? За мои накрашенные губы. Ты все еще любишь меня? Ну, я думаю, что ну, достаточно мало времени прошло с нашего расставания, ну, относительно. Я думаю, что скорее да. Как родного человека за 2 года мы с тобой прям как soulmate. Не знаю, ты мне очень близкий. Как своего родного человека я тебя люблю. Да, я тебя люблю. Ну, как вам берет съемочка? Вам понравилось? Да, неплохо. Отлично. Разговаривайте и спасайте свои отношения, пока не поздно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на наш канал и ставьте лайки. Мы очень рады каждому лайку.